Если б не было тебя, то мне бы даже вам быть. Не писать мне ГГ и ВП, скриншотом всех не выносить. А что начинается с тебя, Мегафон? Всем привет, друзья! Знакомлю вас поближе с нашими КСерами. Сегодня мы поговорим с Джейми. Джейми, привет! Привет, Это правильно Джейми или Джейм? Джейм. Джейм все-таки. Да. Ну, тебе комментаторы по-разному все время говорят. И мое имя тоже по-разному говорят. Давай правильно никнейм и имя, чтобы все навсегда запомнили. Джейм, Джами. Все, теперь мы Но- будем знать. Можно как угодно. Я уже привык. Но вообще ребята называют его Жека почему-то. Ну там типа, грубо говоря, у меня ВКонтакте как написано, как бы, фейк имя, и христианская, короче, бабушка меня так называет, и как бы для каких-то друзей или в школе, допустим, я говорю свое имя, говорил раньше, типа, потому что люди не могли это выговорить почему-то, но мне предлагал, я говорил, можете назвать меня так, потому что у меня, в семье тоже, у меня два имени, грубо говоря. Давай все-таки перейдем подробно к разговору о тебе. Смотри, долгое время твоя медийка ограничивалась спамом в чате Твича с мемчиками про Иисуса, но заметил ли ты с переходом в ВП, что внимание к тебе стало больше не только со стороны зрителей, но и со стороны медиа? Ну да, больше видосиков надо сниматься у них. Ну, то есть у тебя вот прошел медиадень уже в составе Virtus.pro, как он выглядел? Ну, разные блиц-опросы, но их, конечно, больше, но на самих турнирах, особенно на СНГ турнирах, всегда очень много было людей, которые хотели взять у меня интервью. Мгм. Ну вот вспомни, может быть, первое свое интервью, насколько тебе тогда это тяжело давалось, кто, может быть, первый тебе объяснил, насколько это важно, как себя вести, как вот... У нас в «Авангард» была женщина, психолог, и она нам рассказывала про разные жесты, мимику, что там руками нельзя шебуршить, постоянно менять позы. То есть она с самого начала, до того, как мы стали известны, говорила нам, что это тоже важный элемент, и как-то тренировала нас, чтобы мы реально там скороговорки говорили, стояли и глаза смотрели глаза в глаза, чтобы мы так, грубо говоря, опыт мне давали с самого начала. Ну, первое интервью, конечно, как-то все не по себе было. Возвращаясь к результатам эпицентра, не самым утешительным, у меня лично одна из мыслей была такая, что вот это повышенное внимание с тех пор, как вы стали ВП, оно тоже могло сыграть какую-то роль, да, в результате, надавить на вас, вот эта повышенная ответственность, или это не так, и я не права? Ну, очень много разных, наверное, причин всегда при проигрыше, и ты начинаешь какое-то самокопание, там кто-то делал что-то не так, кто-то мало играл, кто-то не подготовился. То есть этих причин можно реально десятки, там очень много. А давление, оно, наверное, есть, но как-то у нас всегда было давление, очень много важных матчей, в которых решалось, продадут тебя, кикнут. Это все уже много раз пережили, поэтому все свыклись с каким-то давлением. Ну а в целом опиши, как вас приняло комьюнити фанатов Virtus.pro? Просто тебе изнутри понятнее, чем мне со стороны? Ну, подписчики как бы растут, но погружаться в этот комьюнити, комментарии под каждым видосом, ТВ, я уже давно перестал это делать, потому что меня хейтят, и я... Тебя хейтят? Ну, в какой-то период, да. Ну, как бы это все циклично. Грубо говоря, год назад я был хуже играл, меня прям все хейтили, кикните его, потом стал подъем, потом опять хейт, потом, то есть это все циклично, и как бы уже, да и смысла нет. Что это даст мне, как человеку, игроку, там прочту я что-то. Главное смотреть демки, тренировать футбол. Все. Когда мы снимали первый влог, вот с вашим приездом на медиадень, со всеми этими съемками, я тебя спрашивала про эпицентр, ты мне так робко отвечал. В тебе тогда не было уверенности, или ты просто боялся спугнуть, или вот как вы себя настраивали на первый турнир под новым тегом? А как настраивали? Ну, всегда, когда мы приезжаем, цель, конечно, победить. И я не скажу, что мы в голове проиграли до начала игр. Да нет, мы... Не знаю, вот последняя у нас, конечно, плохая полоса пошла, мы там проигрываем, но если прям копнуть глубже, мы каждый матч... Нет такого, что нас прям зарыли, и все. И мы так даже не успели расстроиться. Каждый матч супер обидный, там где-то что-то не повезло, где-то какие-то ошибки. И когда мы ехали на эпицентре, может, как-то я робко ответил, потому что человек, когда на сервере и до сервера, два разных человека, то есть когда ты прям настраиваешься на игру, ты заходишь, что как бы у тебя одна цель, там победить,
вы команда, ну, там вне игры, конечно, ты можешь там пошутить, что да ты мусорный бак, помойка, недостоин жить и так далее. Тысячник, иди отсюда. Да, но когда на сервере, совсем другие люди. По моим наблюдениям, вы не та команда, которая тильтует после поражения. Я видела команды, которые тильтуют, реально. Вы такие, ну, как бы собранные и в нормальном рабочем режиме воспринимаете какие-то неудачи. Как ты все-таки сам считаешь? Может быть, вы там из-за того, что не буткемпились непосредственно перед эпицентром, что-то пошло не так, или, не знаю, не успели собраться, может быть, из-за этого? Я считаю, что у нас, во-первых, да, не было продуктивных тренировок, в связи с тем, что у нас неправильно был выстроен график, и конкретного отдыха у многих членов команды не было. Условно, Санджи на буткемпе 2 года, был дома в Ташкенте там неделю за 2 года. Даурен тоже. Ну, то есть люди уже немножко, как бы, у них слой за слоем в голове, там, то есть у них нет чистого как бы рассудка, и тяжело из турнира в турнир приходить с одним и тем состоянием, одни и те же часы. И это одна из причин. Вторая, то, что мы, конечно, не тренировались так усиленно, и у нас не было прям конкретно этот турнир, нам надо за 2 недели собраться, поехать и выиграть его. Такого тоже не было, но мы пытались выжать максимум из того, что у нас было. Там, условно, неделя мы после Шанхая, Далласа, ВСГ прилетели домой, 3 дня отдохнули, собрались, играли праки, наращивали индивидуальную какую-то игру. Но этого не хватило. Ну да, ну просто обстоятельства сейчас так сложились, что у вас большие перемены в самом как бы, клубе, Да, ну, очень вот в много составе всего. и так далее. Ну, все должны понимать, что там best of 3 карты. Первая карта тренд 16-2, вторая дали мы какой-то камбэк, и третья. Нереальный. Это всего лишь 3 карты, и иногда выводы делать не стоит, условно. Но мы можем сделать вывод, что там трейн могли не проснуться, как-то не включиться, нас засноуболили, пистолетки 2 мы проиграли. 2 пистолетки в этой игре, это, ну, 6 раундов, это пол игры мы просто отдали. На трейне, на инферно как бы хорошо, что мы 16-2 не проиграли, потому что тогда можно было бы какие-то выводы делать. Но на инферно показали там характер, не знаю, камбэкнули, а Вертига как бы немножко сыровато у нас получилось, потому что, опять же, у нас не было прям подготовки, а эту карту постоянно меняют, и у нас как бы нет наигранности на каких-то позициях. То есть я во время игры понимаю, ну блин, здесь надо было так, тут очевидно так, то есть нет прям четкости в действиях, и ты приходишь в практис, конечно, там кто-то где-то, мы могли выиграть, но все в голове понимают, что это не дистанция, и мы должны работать наоборот. Нет, ты знаешь, в целом, как бы, я могу заметить, что и все обсуждали и первый ваш матч в группе, да, и все говорили, что вы в целом очень круто боретесь, да, то есть вы не сливаете эти матчи, вы играете конкурента абсолютно на уровне вашего противника, поэтому, мне кажется, здесь тоже переживать не о чем. И если вообще заканчивать грустную тему, то в целом год у вас прошел отлично, у вас были и победы, и мощные финалы, и вообще очень круто все происходило, такие перемены у вас произошли. Как ты вообще сам можешь подвести итог этому году? Что ты можешь выделить? У нас поменялось 2 игрока, Ну да. поменялась организация, поменялось место жительства, поменялись какие-то люди, которых окружают. То есть очень много всего изменилось, но не поменялась игра, в которую мы играем, и поэтому все отлично, наверное. Хороший год. Собственно, конец года, ты уже сказал, что вы там сменили место жительства, все у вас поменялось. Но, насколько я помню, вот в последнем своем интервью ты говорил, что вы с ребятами живете втроем, ты, Бустер и Кикер. Да. Вы хотели сменить вообще свою квартиру в Питере? Да. Сменили? Нет, у нас нет времени. Мы пожили, мы заплатили за 4 месяца, но пожили, наверное, месяц там, потому что предстоящие турниры, и поживем мы там ближайшие 2 месяца, неделю. И я даже не знаю, зачем мы переехали, потому что мы могли также на буткемпе где-то существовать. Ну, вообще, смотри, для меня это довольно странная ситуация, когда тиммейты продолжают жить вместе не в рамках буткемпа, а у них есть и желание вот жить вместе просто ИРЛ. Чем это вызвано? Ну, то есть я такой вот синергии я не видела очень давно. Ну, словно Кикер не с нами живет. Я его даже за все это время с ним не виделся. Ты просто шмотки кинул или как? Но нет, он не с нами в квартире, он же девушка живет. А. Мы в одном районе живем, но я его даже не видел. С Бустером мы живем вместе. Ну, как-то в чужом городе, там, у него там не так много знакомых, у меня не так много знакомых. Да и, ну, мы, конечно, общаемся, какие-то бытовые вещи, но, да, я не знаю, может, мы такие люди, что, я не знаю, он меня не напрягает вообще. Я напрягаю ли я с ним даже не вижусь. Мне кажется, вы такие спокойные ребята, что вы не можете кого-то напрягать. Да не, может.
Хорошо, но смотри, давай выделим очевидный плюс от того, что вы живете вместе, постоянно взаимодействуете вне Так. турниров, и очевидный минус. Плюсы. Не скучно, общий интерес, нам интересно. Мы меньше платим, там, типа, можем помочь кому-то. Если кто-то, вот, допустим, можно встать, там, сломать ногу, там, напополам, такие истории бывают. А Он бывает, может да? вызвать скорую. Он, ну, как бы, плюсов можно перечислять бесконечно. Минусы, ну, их как-то нет, наверное. Ну, они будут, когда там у кого-то появится девушка, но которая будет жить с ним. Ну, там мы сразу разъедемся. Ну, то есть минусов нет, наверное. Только, да нет минусов. Продуманные казахские парни. Жить вместе выгодно. Окей. Из-за того, что вы втроем вот больше все-таки времени проводите вместе, ну, вообще у вас костяк такой, он давно сложился, давно сформировался, замена у вас происходит только на 2 других позициях. У вас из-за этого вот тройного вот этого вот единения не происходит Клан? разделение? Да, не происходит Иерархия? клановости, разделение в команде. Ну, я думаю, он мог бы быть, если бы мы это постоянно не упоминали, и у нас, то есть, ну, шутки построены на этом, я не знаю, ну, и мы сами понимаем, что это не то. То есть это как кого-то упрекать в чем-то, а кому-то это, ну, как бы нормально, он там сможет. Нет, у нас все в равных условиях, там, на сервере. Я не считаю, конечно, есть что-то, потому что мы 2 года как бы вместе. Какие-то вещи мы там в игре, у нас, короче, видение у троих, оно более, если с тренером, приближенное к одному. А у этих у Адрена... У этих двоих. Да, у них как бы немножко свой взгляд, но мы его как бы пытаемся найти компромиссы какие-то, ну, короче, общаемся. Ну, то есть, возможно, даже 2 другим игрокам проще вливаться в существующий костяк с Да, какой-то это философией. безусловно. Окей. У вас сейчас прошло 2 дня рождения в команде, вот Да. совсем-совсем недавно. Как вы поздравляли своих тиммейтов? Ну, у нас с приходом до Лорена, миллиардера, у нас появилась традиция скидываться, идти в какой-то ЦУМ, покупать какие-то дорогие вещи игроку. Вот, условно, мне купили Gucci обувь на мейджоре 19-го, да. Вот недавно мы купили, ну, Бустера было и у Санжи. Бустеру мы купили Louis Vuitton обувь, Да. а Санжи мы купили там Easy Изики. Boots, да, и Off-White Coffin, то есть по стилю, короче. они Все по канону, по канону. Да. Ну и как это. Вот это наше поздравление, наверное. Хорошо. Ну, то есть какого-то специального, не знаю, сбора, похода куда-то у вас не было, потому что был турнир, и как бы было не У до нас этого. последний день рождения. У меня мейджор, 2 игры в один день с Трини Гейтс. У Санжи было в самолете, Да, и да, мы да. его вообще тогда не поздравили. Мы только сейчас поздравили одновременно с днем рождения Бустера. И в этот день у него, это был медиа-день. У Адрена тоже будет на чемпе день рождения. У Достана 3 года на буткемпе день рождения. Вы вообще такие странные ребята, потому что очень многие проигроки, я сама это знаю, обожают тусоваться. Они просто кутят напропалую. Вы не такие, я это уже поняла. Как Такие, вы такие. отдыхаете? Ну, не ври. Я такой, я флекси. Я такой, ну Да. неправда, я не видела, чтобы вы прям, и не слышала о вас такого. Но у нас в команде семейные люди, как бы, и, ну, не все, конечно. И так, в меру. Не кутим, но и не прям сидим дома. Ну как вы отдыхаете? Ну ты флексишь, окей, все, я поняла. Да. Ну, а за других, ну как, с Дауром мы флексим, Все, да. на связи. И вообще, в принципе, сложно представить, как при таком бешеном расписании у вас еще может оставаться свободное время. Я знаю, что есть эта проблема, наверное, в контре, что турниров становится ну, просто слишком много. Как ты сам ощущаешь? Душит тебя такое количество турниров, Не, это такая, классно, такая частота? то, что мы проиграли все, что могли проиграть, а у нас еще куча чемпов, и есть чемпионат для разных команд, для разных уровней, и это очень круто. Конечно, было бы прикольно, если был бы график какой-то определенный, и ты мог выделить время, но лучше, когда у тебя есть чемпионат, когда их нет. Ну, как я, как человек, который на буткемпе там иногда ездил, там 10 чемпионатов в год было, а сейчас их может быть там 20. Говорю, то, что пока есть время, ты можешь ездить. Но когда ты там уже повзрослеешь, то, конечно, ты просто уйдешь из этого мира постоянных перелетов. Ну, то есть нет такого, может быть, желания, да, у остальных твоих тиммейтов, что давайте будем играть там Лигу ESL, Лигу Да. Blast и 2 мажора в году. Нет. А остальное время будем буткемпиться, тренироваться. Нет, когда ты должен понимать, для чего ты буткемпишь, для чего ты тренируешься. А когда у тебя, там, условно, 2 месяца перед чемпионатом, ну, ладно, месяц, то первая часть
месяц, первые 2 недели будут не так продуктивны, потому что у тебя в голове, да, это будет там, и ты не выкладываешь на те 100%. Когда у тебя ограниченное время, ты знаешь, что вот у меня неделя, мне надо подготовить это, и ты по 10 часов, по 12, как бы, ну, вот так, в таком темпе. То есть и турниры сами, они выполняют функцию тренировок в том числе? Да. Ну, как опыт, ситуации, игра меняется, и на турнире ты как бы готовишься к сопернику, и ты больше можешь воспринять, чем когда ты сидишь дома. Ну смотри, в следующем году, в новом 2020-м, вас ждет, я думаю, не меньшее количество турниров, это точно, а может быть и больше. Какие лично у тебя планы на следующий год? К чему ты готовишься, чего ты ждешь, чего ты хочешь? Я хочу выработать систему, ну, как бы плейбук, огромный, и тренировать чисто индивидуальную игру, немножко корректируя какие-то нюансы по мете. И все, и кататься просто на какие-то чемпионаты. И когда ты там сыграл чемпионат, ты знаешь, ну тут я проиграл из-за игры, а не из-за того, что у нас там не разобрано это. Тут я проиграл, потому что я не выиграл дуэль. А сейчас очень много причин, по которым ты можешь проиграть. Но я хочу просто так откинуться и там 2 года просто летать, как Астралис те же. И на одних тех же вещах весь мир выиграть. У тебя с приходом Virtus.pro появилась целая семья, я могу сказать это слово, целая семья болельщиков, людей, которым ты не безразличен, теперь еще больше не безразличен. Ты можешь сейчас им что-то сказать, они уже тебя поддерживают, уже болеют за тебя, вне зависимости от результатов. У меня всегда были проблемы с обращением к аудитории, но спасибо, что вы поддерживаете. Нету зверя сильнее медведя. Ух. Ну что, друзья, вы все слышали? Болейте за наших парней, подписывайтесь на канал Virtus.pro, ставьте лайки, пишите в комментариях, за что вам полюбился Джейми. И оставайтесь с нами. Жмите колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.